Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз. Узнай будущее. Что будет меняться, а что изменит вас? Таро прогноз на декаду, на 10 дней с 10 февраля и до конца месяца. Но могу сказать, где-то и до 2 марта это точно. И преломление реальности так заявлено по видео, это написано в обложке к видео. И что я имею в виду? Преломление реальности или вообще эффект преломления, это оптический эффект, и он сопряжен с тем, что реальность, по сути дела, не меняется. А вот наш пологий угол взглядов на те или иные события, на взаимоотношения создает нам некоторую иллюзию или искаженное восприятие. И в зависимости от этого мы можем видеть обстоятельства нашей жизни или отношения словно под другим углом. Я не буду останавливаться долго на этом термине, но приглашу вас на свой сайт, и вы можете перейти, как и есть в описании к каналу, ссылка на мой сайт, также через вкладку в сообществе вы можете прочитать эту статью, как эти энергии влияют на нас, потому что они продолжатся. Это не есть только единственный путь или единственный период жизни, который будет длиться до конца февраля. Вот период ретроградности. А если мы говорим, Марс у нас сейчас ретроградный, с 20 числа он стационарный, это некоторое замедление по тем вопросам, которые мы наметили себе решать, или по каким-либо документам. В целом мы можем даже ощущать, что жизнь становится на паузу. Но это 24-го уже Марс выходит в прямое движение, но 2 марта ретроградная Венера. И вот эти энергии, и вообще месяц где-то март, он не совсем простой. И эти энергии продолжатся вплоть до середины апреля. Поэтому перейдите, прочитайте. Мы же идем с вами дальше и узнаем, что же на ближайшее будущее, что будет меняться и что изменит вас. Вот какая-то аналитика с холодной головой. Перезагрузка внутренняя, я могу предположить, когда вы сами себя будете менять. И именно обстоятельства или какую-то реальность вы видите по-другому. И себе не навредить, наверное, основная задача. От этого, если оттолкнуться, вы и сами захотите изменить свою жизнь. Итак, что же будет меняться? События ближайшего будущего на 10 дней. С чем это будет связано? На Таро неожиданность. Достанем карту. Пусть это будут приятные сюрпризы, мои дорогие рыбы и рыбки. В чем ваша сила или какие энергии вам помогают? По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, у кого-то документы, оформление, соглашение, контракты или учеба. Деньги, энергия финансов, личная жизнь, любовь и отношения. И карта совет, который мы откроем в самом конце. Что же будет меняться? Есть недоверие. И я должна сказать по ретро-Венере, и пусть она у нас со 2 марта в ретро-движении, но в конце февраля перед разворотом она тоже замедляется. И это может создавать для нас такие, с одной стороны, иллюзии веры в людей, или могут создавать иллюзии, наоборот, недоверия, что кто-то имеет коварный план в отношении вас. Но, безусловно, быть внимательному. Себе, во-первых, не навредить, не замечтаться где-то. Может быть, внимание, ведь всегда крысы, мыши — это урон нашему имуществу, благополучию или деньгам, будем говорить. Какой-то денежный эквивалент есть. Поэтому сами себе не помешайте. Правильный расчет, может быть, или когда вы себя бережете, просчитывайте свою стратегию, тактику по финансам, или к чему вы будете прикладывать усилия. Трефы выпадают. Трефы — это всегда своеобразный жизненный путь или ваши планы на будущее, которые сопряжены с вашим трудом или с вашей активностью. Поэтому можно переложить, что и ваша активность, она должна быть в каком-то очень выверенном фарватере и при должном внимании к обстоятельствам и к тому, что происходит вокруг вас. Давайте посмотрим, а что же это такое? Ну, правда? С одной стороны, это вы можете столкнуться с такими энергиями, когда с вами не соглашаются даже ваши близкие, и вы будете думать, что мною манипулируют.
Ну, я допускаю, у некоторых так тоже может быть, но сама по себе карта говорит о том, что достаточно продуктивный период, ведь всегда дом– это надежность. По дому вы можете заниматься, допустим, благоустройством дома, делать жилье своим более комфортным. Кто-то может заниматься ремонтом, буквально вот стены. Кто-то из вас может захотеть переезжать куда-либо далеко и просчитывать варианты. Тогда тут тоже важно не замечтаться. Вы знаете, будьте аккуратны, не попасться на мошенников, к примеру. Все же аркан крысы. Не доверяйте. Тут ведь можно, знаете как, сомневаться в своих, а доверять чужим. И через это попасться на какую-то удочку. Вот я вот вижу так. А тут все же на сохранение нам карта говорит. Как и самого себя, так и, может быть, и отношений. Проходят и наши домочадцы или наши родственники. Все то, что в доме, не только стены. Но сам по себе период говорит, что вот это благополучие тебе правильно нужно сохранить. Или видеть в 3D-варианте, будем говорить, не повторить какую-то ошибку из прошлого, правильно оценить реальность в день сегодняшний и на пару шагов вперед просчитывать, как ты будешь действовать, если что-то пойдет не так, или будут меняться какие-то внешние обстоятельства и события. За домом нужно наблюдать буквально как и за стенами, так и за всем, что происходит вокруг. Что будет меняться? Но, может быть, у кого-то переезд вы планировали, а теперь гора. Не получается. Или вы планировали согласование купли-продажи недвижимости, и здесь тоже что-то притормаживается. Я говорила, есть вот это препятствие, когда нам не получается что-то осуществить в тот момент, как мы это себе запланировали. И с одной стороны, это ваши могут быть где-то эмоции, что, ну нет, я хочу быстрее любой ценой что-то ускорить. А если вы будете куда-то торопиться, то вы как раз и можете попасть вот на таких мышек, крысок. Поэтому, ну вот, наверное, по четвертому аркану колоды Ленорман нам говорит 4 это всегда сохранение. Сохраняй себя, сохраняй то, что тебе дорого. Этот период не для форсирования, не для реванша, а для того, чтобы сохранить все то, что ты уже на сегодняшний день имеешь, или всего того, что ты уже достиг. И даже если есть какие-то препятствия, нужно сначала подумать, стоит ли пробивать вот эту брешь. Может быть, препятствие– это своего рода стена, а мы ищем там дверь. И тогда эта дверь, поскольку ее нет, никогда не откроется. А может быть, как говорят еще, да, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Может быть, и есть какое-то событие, когда вам нужно продумать свою стратегию, тактику. И что-то не решится в короткий период. Будьте реалистами, правда. Здесь не нужно искать, или вы можете столкнуться с теми людьми, например, да, или с человеком даже, по аркану мыши, когда вы хотите ускорить решение какого-то вопроса. И есть риск попасть на мошенников. Вот я, по крайней мере, вижу так. Вас словно ограждает природа, вселенная, высшие силы. От торопливости, мои дорогие, и говорят карты, кричат буквально, не торопись куда-то, иначе будет какой-то недостаток, если ты куда-то поспешишь. А ты можешь думать, что нет, я совершенно прав. А у вас, если мы переложим тут как по судьбе какое-то препятствие, ты его не можешь быстро преодолеть. Если это мы сведем к документам, соглашениям, контрактам, здесь все то, что было вами ранее начато, инициировано, к чему вы прежде прикладывали силы, даже если в этот период словно что-то стопорится, поверьте, мои дорогие рыбы и рыбки, все решится в свой какой-то определенный момент. Значит, для вас правильную, как над собой провести работу по адаптации к внешним условиям, событиям, так и просчитать последующие действия, привести мысли в порядок. Прекрасное время, но не куда-то торопиться. Это точно. Давайте посмотрим, что еще. Вы можете с кем-то примириться, кстати. Вы можете настичь взаимопонимание в доме, если были прежде какие-то нюансы, когда вы или поругались, или не поняли друг друга. Все-таки аркан сердца будет говорить о том, что есть как минимум один человек, который вас поддерживает, тот, который вас любит. Поэтому вы можете где-то начинать с того, что я не верю. Может быть, это и вы хотите какой-то свой план осуществить,
Ну, тогда помните, кстати, легкие деньги опасны. Я так больше вижу на сохранение вашего благополучия и не поддаться как и собственным эмоциям, так и на волне эмоций не поддаться на чужие уговоры или на какие-то сомнительные сделки. Потому что сохраняй себя, сохраняй все то, что тебе дорого, все то, что тебе помогало или кто тебе помогал долгий период времени. Сохраняй свое место опоры, свой якорь и не форсируй пока что-то. Давайте посмотрим. Ну вот снова нам повторяет карта, кстати, карта якоря. Четверка жезлов или праздник после победы. Поэтому какой-то праздник после победы будет. И я вижу вот эта карта гора. Правда, могут быть некоторые препятствия планетарно. Оно тоже где-то нам, вот эти аспекты, транзиты планет могут создавать некоторую приостановку в делах. В конечном итоге у тебя все получится в свое время. Но вот эти 4 столпа, как 4 жезла, это продуктивный период для того, чтобы понимать, куда же я иду. Ну а для кого-то это проиграется просто как доброе какое-то известие, мои дорогие, от ваших близких, может быть, от ваших родственников, может быть, у кого-то вопросы, связанные с наследством. Но тоже не торопитесь. Тогда я вижу, договариваться придется, если у кого-то и проигрывается через взаимоотношения, действительно с родственниками, может быть, и далекими, когда есть те персоны, которые свой только преследуют интерес. Но вы им тогда ничего не докажете. Тогда не нужно говорить, что вы разгадали их какой-то план, а нужно как-то умело обойти вот эту гору. И тогда и праздник, и победа будет. Не торопитесь, мои дорогие рыбы и рыбки. Тут что-то завершается в вашей жизни. Я надеюсь, все правильно понимают, что 13-й аркан смерти – это не про смерть, это аркан трансформации. Вам буквально помогает трансформация. Некоторое переосмысление, видение с нового ракурса и одновременно сохранение. Но есть, видимо, события, которые происходят вокруг вас, которые вас заставляют как раз эту реальность воспринимать по-новому. Суждено некоторые вопросы вам решать в одиночку. Потому что 13-й аркан я всегда сравниваю как с зернышком, которое мы садим в землю. И вот это семечко, внутри которого находится маленький росток. Росток этот спрятан глубоко, и прежде чем у него будет возможность начать пробиваться сквозь темную землю, вот это панцирь или вот эта оболочка, она должна быть разрушена. Вот это и есть как раз трансформация по аркану смерть. И для нас может казаться, что падают какие-то устои, или мы можем ощущать некоторое недоверие, или могут быть какие-то вопросы еще, когда ну, как через смятение в собственной душе. Потому что раньше мы, может быть, действовали с кем-то сообща. Здесь вы можете столкнуться с какой-то новой реальностью, когда придется действовать, опять же, в одиночку. И если мы про этот росток, прежде чем он пробьется к солнцу, ему еще предстоит одному пробиваться сквозь темную землю. Рассчитывайте на собственные силы. Но в этом как раз ваша как преимущественная позиция. Это и помогает. Помогает немногословность, когда вы никому ничего не доказываете, а идете своим путем. Но это искусство мелких шагов. Сделали один шаг. Осмотритесь, остановитесь. Не поддавайтесь энергии реванша. Иначе, как я уже говорила, можно как раз попасть совсем не на те энергии. Трансформация, перемены неизбежны. Но это карта освобождения. Все то, что я говорила, четверка мечей, анализ ситуации, привести мысли в порядок, избавиться от ментального мусора, неторопливость. Мы складываем буквально оружие, никому ничего не доказываем. Принять какое-то решение вам придется. По части, откуда к вам приходят, может быть, деньги, или по части, что вы готовы продолжать, чем вы хотите заниматься. И это все с позиции себе не навреди, мои дорогие. Четверка, стабилизация. У вас две четверки. И опять же, 4, вот эта карта дом. Все то, что я говорила. Здесь продуманность какая-то. И, может быть, когда вы правильно что-то просчитаете на бумаге, когда, ну, такой правильный ракурс возьмете или беспристрастно какой-то вопрос продумаете, я могу сказать, в любых вопросах, которые касаются документов, ваших планов на будущее или вопросов работы, некоторая неторопливость
внимание, наблюдение. У нас сейчас год змеи, а змея, как известно, она наблюдает, делает выводы и только потом действует. Вот такая политика вашей активности или то, что вы хотите создать, или какое вы будущее видите. Но просчитать что-то, быть готовым к тому, что обстоятельства могут меняться, и что вы будете делать. Или составить план А, план Б, план С, если вдруг что-то меняется, как запасной аэродром, или ваши последующие действия, активность, что потом, именно от себя. Я как могу изменить ситуацию, чтобы не надеяться на кого-то, а самому как-то принимать участие в своей жизни в каком-то совершенно новом фарватере, в новом ракурсе. По сути дела, сквозь темную землю в одиночку. Но как минимум в этот период вот такие мысли, они будут полезны. По четверке мечей мы становимся реалистами. Потому что мы принимаем, может быть, нам это и не нравится что-то, но мы понимаем, что, ну да, вот существует все же реальность, а существуют где-то и наши эмоции. Холодная карта, но, видимо, вот эта аналитика холодной головой вам совершенно необходима для себя определить более нужный фарватер или приложение ваших энергий и сил. Финансы. Что-то будет меняться. По аркану колесницы есть возможность, в принципе, или она придет вот буквально вот-вот. Это когда мы можем заработать деньги, если мы говорим буквально о деньгах. Но это карта успеха. Может быть, вы определяете, с чем вы будете заниматься. Или меняете как свою стратегию финансовую и тактику, вы будете действовать по-другому. И тогда, ну, может быть, больше экономить. И тогда это то, что мы сэкономили 2 раза заработали. Для кого-то из вас вопросы, правда, о переезде. Но тогда вы этот период времени, недолгий, 10 дней, вы хорошо тут что-то просчитывать. Но опять же, аркан колесница о некотором завершении нам говорит. Не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Но вперед в каком-то более таком рациональном направлении, когда мы себе не вредим. Ну, действительно, мои дорогие рыбы и рыбки, что-то у вас будет тут меняться. Это внешние какие-то события происходят. Может быть, известие от ваших близких или от ваших ключевых партнеров, когда тоже происходит какая-то данность. И каким-то образом, пусть даже решения конкретного человека будут влиять и на вас тоже. Поэтому некоторую перерокировку в своей жизни или в важных направлениях, как и дела, работа, бизнес или учеба, или обретение новых навыков, так и конкретно вопросы денег вам приходится пересматривать, потому что прежняя стратегия, тактика не работает. Или вы ее не хотите продолжать. Будьте рациональны, смотрите, по королю мечей, пусть это на личную жизнь. Всегда эта карта говорит, что есть вот определенная данность, или мы называем это реальность, и от этого оттолкнуться. И это могут быть вопросы, когда вы должны, ну, может быть, составить важные документы. И тогда нам карта говорит, обратись к юристу, обратись, может быть, к адвокату. Есть ли есть в твоей личной жизни нерешенный вопрос, и тебе нужно поступить по закону. Мы поступаем по закону по этой карте. Возможно, вы отправитесь в высокие инстанции, потому что вам нужно будет какие-то согласования, договоренности произвести. По этой карте проходят, как и люди в погонах. Будьте внимательны, меня смотрят люди из разных стран. И люди в форме. Форма бывает разная, понятно. Есть и таможни, у нас есть и врачи. И значит, если есть какое-то недомогание, опять же, карта рациональности, ты должен о себе знать что-то наверняка. Не додумывать самостоятельно, а обратиться, может быть, к врачу и узнать, провести обследование, потому что только доктор может объективно, рационально, опять же, оценить состояние вашего здоровья. Не должно быть каких-то догадок или лишних эмоций, или увода через эмоции в сторону куда-то от насущной проблемы. Здесь нужно поступать по честности, по справедливости, рационально. И ни одна карта нам не говорит о том, что, ну, где-то вы можете, просто расслабившись, понадеяться на кого-то. Вот я бы сказала так. Нет, и арканы как раз, которые выпали вам в Ленорман, какая-то перезагрузка с точкой отсчета или отправления на ваших планах, на ваших умениях, навыках, может быть, скиллах или получение таковых.
изучение чего-то. Вы можете и по изучению тут тоже определяться. И рационализм, он совершенно необходим, потому что перемены на пороге, а прошлое уже не имеет значения. Само словно пытается от вас оттолкнуться. Поэтому идите дорогой перемен. Карта совет. Но идите неспешно. Иногда это карта ожидания, так называется. Но чаще это, конечно, наши близкие. У кого-то это может быть близкий человек, как родственник, я уже говорила, или какая-то внутри вашей семьи, или с вашими родственниками история. Это может быть и ваша личная карта, безусловно, мои дорогие рыбы и рыбки. Может быть, есть та данность, опять же, которую вы не можете изменить, или сложившиеся обстоятельства, условия. Может быть, кто-то из вас столкнется, к примеру, пусть у вас в вашей личной жизни не личной, а лично, ничего не меняется. Но, как я уже говорила, у супруга меняется график работы или какие-то подвижки идут во взаимоотношениях с родственниками. Я все же вижу, что каким-то образом даже перемены в вашем ближайшем окружении, они будут оказывать влияние на вас. Поэтому вы не можете что-то оставить на потом. Уже в этот период вам нужно действительно план Б, план С или какую-то новую стратегию, тактику отстраивать. Или просчитывать, может быть, на бумаге, тезис-план. Может быть, на бумаге разграничить, чего я хочу и чего я не хочу. Мои возможности и что сейчас как иллюзия. Ну, перерокировку какую-то, перестройку в собственной организации жизни, в спокойном режиме. Мы сказали, что это ожидание. И у вас, посмотрите, неторопливости. Две, по сути дела, карты. И в неожиданностях как раз какие-то возможности. И я больше вижу, возможности приходят альтернативным путем, как вы это не ожидали. И они требуют от вас новой организации жизни. Поэтому как адаптироваться, как и сохранить, так и для себя разные варианты наметить на будущее. И быть добрее, милосерднее к самим себе, мои дорогие. Жизнь не бывает полностью предсказуема, но иногда именно какие-то внешние события и факторы открывают для нас новые возможности, которые важно не упустить, ведь прошлое само пытается оттолкнуться от вас. И поэтому вам отсюда только вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.